Была такая реклама газеты The Guardian. Она даже получила гран-при в 1986 году на фестивале «Каннские львы». Этот 30-секундный ролик состоит из 3 частей. Первая часть снята передней камерой. Мы видим, как бритоголовый хулиган бежит по улице. Вторая часть ролика – та же ситуация, снятая задней камерой. Хулиган добежал до пожилого человека и с силой толкнул его. В последней части ролика мы видим всю ту же картину, но снятую уже сверху. Молодой человек быстро подбегает к старику, на голову которому вот-вот упадет строительная площадка, груженная кирпичом. И в последний момент успевает оттолкнуть его в сторону. И закадровый текст. Только когда вы видите всю картину, вы можете понять, что происходит. Это история о том, что каждый из нас выхватывает из картины мира какой-то кусок. Даже 2 близнеца видят мир с 2 сторон и становятся 2 разными личностями. Потому что каждый из них любое событие видит со своей стороны. В этом уроке мы будем рассматривать ключевые убеждения, которые лежат в основе нейролингвистического программирования. Это тот базис, на основе которого строится его эффективность. Эти убеждения называются пресуппозиции. Основных пресуппозиций 7. Мы их рассмотрим, и я объясню, в чем смысл каждой из них. Итак, пресуппозиция первая. Карта не территория. Что это означает? Мы не всегда адекватно реагируем на события, которые происходят вокруг нас, потому что делаем о них субъективные выводы на основании того, как мы его восприняли, а не того, каким он является в действительности. Те, кто занимается гонками типа Париж-Дакар, говорят, что здесь побеждает не тот, кто быстрее едет, а тот, у кого точнее карта. Поэтому так важно каждый раз пытаться уточнить, насколько твои представления об этом мире действительно соответствуют этому миру. У каждого свой фильтр, через который он мир видит. Кто-то видит наполовину пустой стакан, кто-то наполовину полный. В зависимости от того, насколько он счастлив или несчастлив в тот момент, когда он смотрит на этот стакан. То есть в конечном счете наше восприятие зависит от нейромедиаторов, которые формируют это ощущение счастья или несчастья. Их всего 4. Дофамин. Он отвечает за двигательную активность, желание новизны и мотивацию. Серотонин. Он снижает нашу восприимчивость к негативу, даже такому, как физическая боль, формирует позитивные и толерантные отношения. Окситоцин, который отвечает за формирование привязанности, материнские инстинкты, удовольствие от телесного контакта и устойчивое к стрессу. И эндорфины – это наши внутренние опиоиды. Практически вся коучинговая индустрия нацелена на то, чтобы проверить, насколько я адекватно воспринимаю этот мир. Действительно ли он такой, каким я его в своей голове построил. Коуч задает тебе вопросы и так помогает взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Приведу пример. Приходит ко мне супружеская пара в состоянии развода, и я как психотерапевт сопровождаю их развод. Моя задача – помочь им взглянуть друг на друга максимально реалистично, без искажений. Ведь состояние развода, так же, как и влюбленность, это состояние транса. Если бы не было вот этого транса, если бы человек видел мир таким, какой он есть, то замуж выходили бы только красивые девушки, а женились бы только красивые мужчины. Потому что человек видит то, что он хочет увидеть в другом человеке. Или любовь всей жизни, или негодяя, который ему отравляет эту жизнь. Поэтому первое, что начинают делать, задавать вопросы. Сначала ей. А почему вы вышли за него замуж? Вы же тогда его любили. Он же был лучшим из всех, кто были. А можете вспомнить 5 самых счастливых моментов вашей жизни с этим человеком? А потом ему. Скажи, за что ты ее любил? За что уважал? За что ты ей благодарен? И им достаточно час поговорить, и картина восприятия меняется. Они вспоминают те вещи, благодаря которым друг друга любили, и у них уже совершенно другое отношение друг к другу. Та информация о мире, которая у нас хранится, это мир плюс наш эмоциональный фильтр. Надел черные очки, он черный. Надел розовые очки, он розовый. Пресуппозиция вторая. Разум и тело – элементы одной системы. Мне, как нейрофизиологу по первому образованию, это убеждение очень близко. Я хорошо понимаю, как оно работает. В представлении НЛП то, что производит наш мозг, является функцией нервной системы. Это не про дух, не про душу, не про то, что откуда-то прилетело. Это продукт нашего мозга. И он сильно зависит от того, в каком физиологическом состоянии нахожусь. Представь, что ты сидишь и о чем-то размышляешь. В первом случае ты расположился в удобном кресле на балконе с видом на море, пьешь сухое вино и любуешься закатом. Во втором случае ты скорчился в неудобной позе, в неудобном месте, а вокруг люди, которые тебе не очень приятны. В первом и втором случае размышления на одну и ту же тему приведут тебя к разным умозаключениям.
Потому что эти условия сильно влияют на твои эмоции и ход твоих мыслей. Поза влияет. Влияет дыхание. Для того, чтобы принять правильное решение, нужно остановиться и сделать 3 глубоких вдоха, и ты уже в другом состоянии. Вот эта связка в НЛП очень хорошо анализируется и постоянно используется. Разные состояния тела приводят к совершенно разным продуктам головного мозга. Пресуппозиция 3. Нет поражений, есть только обратная связь. Нет неудач, есть только опыт. Сейчас в бизнесе одна из любимых книг – это книга «Жалоба как подарок». Смысл книги в том, что воспринимать жалобу клиента надо не негативно, а с благодарностью, потому что она помогает тебе стать лучше. Такое позитивное отношение даже к негативному опыту, где нет в прошлом проблемы, это хороший опыт. Допустим, когда-то в детстве ты порезал руку. Это неприятный случай, но он помог тебе понять, что нож острый. Благодаря этому ты потом не отрезал себе палец. Часто маленькие аварии делают человека более внимательным за рулем и тем самым уберегают от более крупных происшествий на дороге. В этом смысле опасны различные имитаторы гонки на компьютерах, в которые играют дети. Разбился? Ничего, нажал кнопку, опять поехал. Боли они не чувствуют. И потом за рулем не будут чувствовать опасности удара и боли. Поэтому жизненный опыт, в котором ты не получал ударов от жизни, мало чему тебя учит. Он не дает тебе возможности почувствовать и предотвратить гораздо более сложную ситуацию. Пресуппозиции 4 и 5. Намерение любого поведения позитивно. И любое поведение представляет собой выбор наилучшего варианта из имеющихся на данный момент. То есть бессознательное всегда человеку желает только добра. Но проблема в том, что это бессознательное имеет возможность выбора только из тех вариантов, которые есть. Я часто выступаю в роли политконсультанта, и к нам часто негативно относятся. Типа, посмотрите, кому вы помогаете. Но я в таких случаях говорю: ребята, не забывайте, что нам все время приходится выбирать между теми кандидатами, которые есть. И, как правило, это выбор между плохими и очень плохими. Почему-то хорошие туда почти не попадают. Есть какие-то фильтры, которые часто отсеивают приличных людей. И вот как психотерапевт с 30-летним опытом могу сказать следующее. Если человек себя реализовал в профессии, если он вырос в хорошей семье, а потом создал хорошую семью, если у него прекрасная жена, его любят дети, уважают коллеги, он сам уважает тех, с кем общается, если у него есть друзья, хобби, социальная жизнь, плюс ко всему он компенсировал какие-то свои недостатки своими достоинствами, и он психически здоров. Так вот, чаще всего у такого человека мысли стать политиком возникнуть не может. Практически все, что в политике происходит, это некая компенсация. Это попытка зайти с другой стороны, по блату получить то, что не можешь заслужить, как простой человек. Это такой эффект Наполеона. Не могу реализовать себя нормальным таким способом, получу все это через власть. Женщинам не нравлюсь, я маленький, толстый и лысый. Значит, я их получу, когда буду иметь власть и деньги. Мозг такого человека бессознательно ищет человеческого счастья, но теми способами, которые ему доступны. И, как правило, здесь проблема – это ограниченное количество выборов, а иногда и отсутствие адекватных выборов. Мозг выбирает всегда лучший вариант из имеющихся, но имеющихся вариантов может быть мало.